Турция погрузилась в траур. Жизнь яркой звезды турецких экранов Рамазана Тетика оборвалась в самом расцвете сил. Ему был всего 31 год, возраст, когда впереди маячили большие роли и признания. Но судьба распорядилась иначе. Рамазан не был героем скандальных хроник. Он был простым парнем, который пробивал себе путь к славе исключительно честным и упорным трудом. Тот весенний день начинался совершенно обычно. Актер вышел из дома и направился в театр. Сцена была для него не просто работой, а смыслом жизни. Он спустился в стамбульскую подземку, затерявшись в толпе пассажиров. Трагедия случилась мгновенно. Среди привычного гула метро Рамазан почувствовал резкую, невыносимую боль в области сердца. Как позже установят врачи, произошел критический разрыв аорты. Молодой человек потерял сознание и упал прямо на платформу. В метро началась паника, прохожие вызвали скорую, и медики в экстренном порядке доставили актера в реанимацию. Когда страшная весть дошла до семьи Рамазана, их привычный мир рухнул. Родители актера тут же помчались в клинику, до последнего надеясь на чудо. Врачи подтвердили страшные опасения: разрыв аорты, состояние на грани жизни и смерти. Началась изнурительная многочасовая операция на открытом сердце. Пока хирурги боролись за жизнь 31-летнего парня, в коридорах больницы время словно остановилось для его родных. В это же время тревога охватила весь актерский цех и социальные сети. Друзья и коллеги Рамазана бросили клич о срочной сдаче крови. Тысячи людей откликнулись на этот зов, искренне веря, что общая поддержка поможет вырвать его из лап смерти. Медицинский персонал делал все возможное и невозможное, но, к огромному горю, организм актера не выдержал нагрузки. Сердце Рамазана остановилось навсегда, оставив после себя лишь оглушающую пустоту и невыплаканные слезы близких. Кем же был Рамазан Тетик, когда гасли софиты? Его путь в искусство начался в 1995 году. С самого детства он грезил о большой сцене и уверенно шел к своей цели. С отличием закончил престижную консерваторию Муждата Гизена, жадно впитывая знания и оттачивая мастерство в небольших театральных постановках. Удача улыбнулась ему, когда он получил роль в популярном сериале «Эшреф Рюе». Этот проект должен был стать его золотым билетом и открыть двери в высшую лигу турецкого кино. Но мало кто знал, какая цена стояла за этим успехом. Профессия начинающего актера в Турции редко приносит стабильный доход, а Рамазан, будучи человеком невероятно скромным и благородным, не хотел обременять родителей финансовыми трудностями. Пока зрители восхищались его игрой на экране, сам актер после изнурительных съемок и репетиций надевал форму курьера. Он развозил заказы по шумному Стамбулу, чтобы честно заработать на жизнь, не отказываясь от своей великой мечты ни на минуту. Известие о внезапном уходе Рамазана стало настоящим громом среди ясного неба для всего турецкого шоу-бизнеса. Коллеги, еще вчера работавшие с ним на одной площадке, не могли поверить, что этого доброго и целеустремленного парня больше нет. Главные звезды проекта «Эшреф Рюе» Чагатай Улусай и Демет Оздемир публично выразили свои глубокие соболезнования семье погибшего. Актерский цех погрузился в траур. Джерин Биндерлиоглу со слезами на глазах вспоминала Рамазана как одного из самых светлых и вежливых людей в индустрии. Известная актриса Чигдем Тунч в своем эмоциональном обращении призналась, что Турция потеряла не просто талантливого артиста, а человека редкого трудолюбия. Она открыла поклонникам правду о том, как самоотверженно Рамазан совмещал работу курьера с бесконечными репетициями, никогда не жалуясь на судьбу. Его искренняя улыбка и преданность искусству навсегда останутся в памяти тех, кто имел честь называть его своим коллегой. Наступил самый тяжелый день – день прощания. С раннего утра у исторической мечети Кучук-Чикмеджи-Йылдыз начали собираться сотни людей, преданные поклонники, друзья и почти весь актерский состав турецких сериалов.
Воздух был пропитан скорбью. Коллеги по театру не могли сдержать слез, ведь всего за сутки до трагедии они поздравляли Рамазана со Всемирным днем театра, не подозревая, что это их последний разговор. Самым душераздирающим моментом стало прощание родителей. Потеря единственного сына, полного сил и надежд, горе, которое невозможно описать. Мать актера буквально обессилела от слез, а отец едва держался на ногах. Рамазан был страстным болельщиком футбольного клуба «Галатасарай». В знак уважения к его любви к жизни и спорту гроб актера накрыли красно-желтым шарфом и формой любимой команды. Под звуки погребальной молитвы и тихие рыдания толпы процессия медленно двинулась к старинному кладбищу Эски-Чекмекой, где талантливый актер обрел свой вечный покой. Жизнь Рамазана Тетика оборвалась несправедливо рано, но он оставил после себя нечто большее, чем просто роли. Он стал символом честности и невероятного упорства. История простого курьера, который верил в свою мечту и дошел до больших экранов, будет жить в сердцах людей еще долгие годы.